Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале Мелочи жизни. Сегодня приготовим знаменитый торт «Трухлявый пень». Он очень вкусный и необычный. Для начала курагу и чернослив заливаем кипятком, оставляем примерно на полчаса. Пока занимаемся тестом. Для этого сметану соединяем с сахаром и яйцом. Все тщательно перемешиваем. Добавляем мягкое сливочное масло и все перемешиваем еще раз. Муку я предварительно просеяла, добавляем к ней разрыхлитель и все перемешиваем. Добавляем муку небольшими порциями, каждый раз перемешивая. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Самое главное – ориентироваться на консистенцию. Вот такое тесто должно получиться. Мягкое, податливое, очень пластичное. Закрываем его пищевой пленкой и отправляем на час в холодильник. Для крема мне понадобится желатин. Мы заливаем его водой и оставляем набухать, согласно инструкции. С чернослива и кураги я слила воду и измельчила в блендере. У нас должна получиться максимально паштетообразная консистенция. У меня курага получилась намного плотнее по консистенции, чем чернослив. Чтобы это исправить, я добавляла воду, в которой курагу замачивала. Также мне понадобятся грецкие орехи, которые нужно измельчить в блендере. Тесто достаем из холодильника, и теперь нам нужно его разделить на 8 примерно равных частей. Каждый кусочек скатываем в шарик. Оставляем один, с которым будем работать. Остальные убираем в холодильник и будем доставать по очереди. Стол припудриваем мукой и формируем лепешку. Раскатываем в тонкую пластинку. Вот такая заготовка для рулетика должна получиться. Первыми я буду готовить рулеты с черносливом. Их получается 4 штуки. Чтобы у вас всего хватило, разделите начинку визуально на 4 части. Сверху посыпаем грецкими орехами. Теперь аккуратненько скручиваем рулет. Закрепляем кончики. Выкладываем на противень швом вниз. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. У меня они выпекаются примерно полчаса. Ориентируйтесь на свою духовочку. В это время подготовим вторую партию с курагой. Весь процесс полностью повторяется. Все абсолютно то же самое. Вот такие рулеты должны получиться, просто слегка румяные. Пока они еще горячие, нам нужно их нарезать на кусочки, примерно 3-4 см шириной. Кончики обрезаем, они нам тоже позже понадобятся. Вот такие рулетики у нас должны получиться, примерно одинакового размера. Разбухший желатин нужно подогреть, чтобы он растаял, не кипятить. Далее для крема я отвесила сметану, чтобы она была более густая. Добавляем сахарную пудру и немного ванилина. Все тщательно перемешиваем. Желатин нужно остудить. Я его процеживаю, добавляю в крем и еще раз все перемешиваю. Небольшое количество крема нужно отложить. Он нам понадобится позже для обрезков. Подготовим форму с высокими бортиками.
У меня такой высокой не нашлось, поэтому я совместила две. Диаметром берем 22 сантиметра, либо чуть меньше. Нарезанные кусочки рулета по очереди обмакиваем в крем и ставим в шахматном порядке. Один с курагой, следующий с черносливом, и все повторяем. Выкладываем максимально плотно друг к другу, чтобы не оставалось пустого пространства. Таким же образом выкладываем и второй ряд. Остатками крема торт заливаем. Все разравниваем и оставляем при комнатной температуре буквально на пару часов. Затем отправляем в холодильник до полного застывания. Оставшиеся обрезки измельчаем, соединяем с кремом и все тщательно перемешиваем до однородности. Торт застыл. Мы его освобождаем от формы и от пищевой пленки. Теперь торту приделываем корни, чтобы он в дальнейшем больше был похож на пень. Делать это можно абсолютно произвольно. Все зависит от вашей фантазии. Такую заготовку нужно отправить в холодильник, чтобы корни застыли. Мы в это время займемся вторым кремом. Размягченное сливочное масло нужно немного взбить. Затем небольшими порциями добавляем сгущенное молоко, каждый раз перемешивая. Заранее растопите горький шоколад на водяной бане. Он должен быть тягучим, но не горячим. Небольшое количество добавляем в крем и перемешиваем. Нам нужен именно вот такой светлый бежевый цвет. Забираем небольшое количество в кондитерский мешок. С помощью этого крема мы будем рисовать кольца на срезе ствола. Кисточку слегка смачиваем в воде и подравниваем рисунок. Теперь к крему добавляем весь оставшийся шоколад. Все тщательно перемешиваем. Этим кремом мы будем формировать кору дерева. Все слегка подравниваем. И начинаем наносить узор на тортик. Если у вас нет специальных инструментов, вы можете воспользоваться самой обычной вилочкой. Подкорректировать рисунок можно с помощью круглой деревянной палочки. Это поможет сделать узор максимально похожим на кору дерева. Как видите, все это делается абсолютно несложно. Когда торт будет готов, ненадолго отправляем его в холодильник, чтобы кора закрепилась. И вот такая красота у меня получилась в итоге. Действительно очень похожа на пенек. И, конечно, отрежу кусочек и покажу в разрезе. Сочетание песочного теста, кураги, чернослива, грецких орехов, сметанного суфле и очень вкусного крема. Все это дает тортику неповторимый вкус. К тому же он еще и очень красиво смотрится. Такой тортик легко станет украшением стола. Обязательно приготовьте сами и попробуйте. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.